Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить безумно вкусный пирог-перевертыш с бананом. Рецептом со мной поделился мой подписчик Илья Го. Огромное вам спасибо! Мне очень понравился пирог, и я решила повторить его и поделиться им с вами. Для приготовления теста берем 100 грамм мягкого сливочного масла. Вбиваем к нему одно яйцо, добавляем щепотку соли, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки ванилина или 1 чайную ложку ванильного сахара и лопаткой перетираем все компоненты до однородности. Затем выливаем 125 мл кефира или несладкого йогурта, желательно комнатной температуры. Перемешиваем, высыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя и частями начинаем добавлять просеянную муку. Муки нужно около 2 стаканов. Пирог я готовила уже 2 раза, и мне потребовалось 320 грамм муки. Ориентируемся в первую очередь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким, не забитым мукой и не прилипающим к пальцам. Тесто быстро собирается в единый комок, долго вымешивать его не нужно. В итоге вот такое должно получиться очень нежное и мягкое тесто. Формируем его в шар, кладем в пакет и отправляем в холодильник на полчаса. А пока займемся основой для пирога, которая впоследствии будет его верхом, так как пирог будем переворачивать. Для этого нам нужны бананы. Разрезаем их на 2 половины. Далее готовим карамель. Я делаю это в сковороде, а затем быстро переливаю карамель в форму. Но лучше всего брать не разъемную чугунную или металлическую форму, так будет намного проще и легче. У меня, к сожалению, такой формы не оказалось, но я обязательно в ближайшее время ее куплю. А пока для тех, у кого нет формы, как у меня, я предлагаю такой вариант. В сковороде растапливаем 50 грамм сливочного масла, к нему высыпаем 100 грамм сахара и, постоянно помешивая, варим карамель до полного растворения сахара. Карамель должна получиться красивого янтарного цвета. После этого максимально быстро переливаем карамель в форму и равномерно распределяем ее по дну формы. Даем время остыть, а затем плотно выкладываем бананы срезом вверх на карамель. Достаем тесто из холодильника, расплющиваем его слегка в руках и кладем сверху на бананы. Они должны быть полностью закрыты тестом. Отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовность, как обычно, проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Достаем пирог из духовки и даем ему остыть прямо в форме. Затем отделяем его от стенок формы, снимаем боковую панель. Сверху на пирог кладем тарелку подходящего размера и аккуратно переворачиваем пирог. Убираем дно формы и посмотрите, какая получается красота. Этот пирог очень понравился моей семье. Он ароматный, мягкий, вкусный, выглядит потрясающе. Очень рекомендую его приготовить. Я с большой радостью готовлю по вашим рецептам. Присылайте их на мою почту, которая всегда указана в описании под видео. Я еще раз хочу выразить огромную благодарность моему подписчику Илье за такой замечательный рецепт. Если он вам понравился, не забудьте поддержать и поставить лайк. Пирог можно подавать слегка теплым или полностью остывшим, а в дополнение к кусочку пирога положите шарик сливочного мороженого. Получается очень вкусно. Готовьте и радуйте близких. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».